Как ты относишься к ЛГБТ? Плохо. Серьезно? Почему? Да, ну потому что раньше всегда было, что мужчина должен быть женщиной, так и должно быть по сей день и далее. Ну, типа, нейтрально. Я их не трогаю, они меня не трогают, типа, не знаю. Но на самом деле было бы интересно просто пообщаться с таким человеком, ЛГБТ-сообществом, просто узнать его чувства к этому всему, и все. С одной стороны положительно, с другой отрицательно. А можете аргументировать каждую сторону? Ну, каждый имеет право на выбор, как бы, и я не считаю ханжеством, если двое мужчин или две женщины любят друг друга. Единственное, мне не нравится, когда в это пытаются вовлечь маленьких детей, подростков, то есть они не сами это выбирают, а их затаскивают в это. Поэтому к этому я отношусь отрицательно. Если двое взрослых людей нашли друг друга, ради бога. Если же при этом кто-то кого-то пытается соблазнить, купить, ну, то это, я считаю, неправильно. Абсолютно положительно. Положительно, то есть для тебя это абсолютно приемлемо? Да. А ты сама не относишься ни к каким меньшинствам? Нет. Юлия, как вы относитесь к ЛГБТ? А что это? ЛГБТ? Да. Это наши сексуальные меньшинства, геи, лесбиянки. Вот. Ровно. Я отношусь абсолютно нейтрально, как и, наверное, 90%, кого вы опросили. Совершенно верно. Ну, это глупо сейчас в 21 веке говорить о том, что плохо быть геем, плохо быть би, плохо быть... Даже некоторые думают, плохо быть натуралом, которые асексуал так себя называют. Но к ним же относятся нормально, вот как, допустим, натуралы любят лесбиянок. Правильно я же говорю? А почему не любить геев? Нормально, потому что это, в принципе, их дело. Кому кто нравится, я считаю, это абсолютно нормально. Как вы относитесь к ЛГБТ? Ровно. Ты же знаешь, что вот сейчас было голосование и принимали поправку насчет узаконивания брака между мужчиной и женщиной. Я считаю, это ужасно. Ужасно, я считаю, потому что люди сами это не могут выбирать, а забирает за них природа. Ну, я знаю, для каждая страна выбирает каждому как удобно, наверное. В России, может, это не приветствуется, в Европе я знаю то, что это разрешено. Может, в России не так хорошо реагируют на это. Да? Мне было бы все равно, на самом деле. Я нейтрально к этому реагирую. Я считаю, что это плохо, потому что, ну вот, взять даже Первый канал, и 70% передач показывают о неблагополучных семьях. То бишь, те же натуралы не могут воспитать детей. А с чего они взяли вдруг, что не совсем традиционная пара может плохо как-то воспитать? Мне кажется, даже больше могут дать образование, смысл жизни, нежели так. В будущем это, может быть, случится когда-нибудь. Просто сейчас пока не готовы к этому обществу. Со временем, может быть, свыкнемся с этой мыслью. Но пока, я думаю, просто еще не очень готовы. Однополые браки? Ну, слушайте, такая страна, мне кажется, не знаю. Уже такой менталитет сложился. А ты как относишься к однополым бракам? Не знаю, честно. Ну, опять же, все равно, типа. Ну, я бы не стал заводить однополый брак. Мне, конечно, женщине поприятнее будет. Вот. Я считаю, что это плохо, потому что каждый человек волен любить кого угодно. Ну, то есть, как бы он волен либо мужчина с мужчиной, либо мужчина с женщиной, либо вот, то есть, как бы, это плохая поправка. Это всегда плохо, как бы я к этому очень плохо отношусь, просто смысла не понимаю в этом. Это как бы правильно, что поправку внесли в Конституцию, что это ужасно выглядит как бы в государстве. Это неправильно, по моему мнению. Так. Если, допустим, бы у нас приняли, ну, точнее, не приняли эту поправку, и у нас бы разрешили однополые браки, вы думаете, это нормально? Ну, наверное, нет. Ну, как бы, мне все равно, да, вот, их спросите. Ну, если бы дочь у меня, наверное, против была бы. А так к чужим все равно. Я отношусь не очень хорошо. Мне кажется, это ненормально. Ненормально что именно? То, что раньше вроде бы однополые браки возможны были хоть где-то, а сейчас в России точно их не может быть. Ну, конечно, это плохо, то, что нас вообще такую поправку хотели внести и, скорее всего, внесут. И я считаю то, что в нашей стране
как или иначе, если у нас она считается свободной, то и, соответственно, права должны быть у каждого, и это абсолютно ограничивает права тех людей, которые относятся к ЛГБТ. Ну, я считаю, что да, что правильно все должно было быть так, как и есть. В некоторых странах все-таки это уже приемлемо, и в тех странах позволяют людям, ну, однополым браком брать в семью ребенка там из детдома или своего воспитывать. Вот вы думаете, такие люди смогут дать хорошее воспитание, образование, ну и вообще полноценную жизнь? Или все-таки что-то не так? Ну, все индивидуально. Есть нормальные люди, которые нормально относятся к детям, и даже в этом сообществе как бы. А есть больные, они больные могут быть и в семье в обычной, поэтому они могут издеваться над ребенком и при наличии там мамы, папы. Или, то есть это все индивидуально, для этого и существуют эти службы, которые должны присматривать за ними. То есть и дети должны как бы тоже не бояться и рассказывать про своих родителей больше, чтобы можно было, ну, как бы следить за этим, так, чтобы дети не страдали от такого проживания. Мне кажется, да, спокойно. Очень даже хорошо воспитают. Типа, он будет воспитанный, отличный будет ребенок, считаю. То есть даже 2 девушки или 2 парня смогут дать? Спокойно, я считаю, да. Ну, зависит от них, типа, если они нормальные, то да. Это уже не очень хорошо, но, как говорю, у каждого свое как бы, решение, каждый сам это решает за себя. Но я считаю, это не очень хорошо. То есть чтобы ребенок воспитывался в традиционной семье все-таки? Да, это да. Нет, не смогут дать. Ну, потому что должно быть и мужское мнение, и женское мнение. Без детей, пожалуйста. Из детей ничего хорошего не получится. Это как бы тяжело. Я знаю то, что ЛГБТ-парам сложнее усыновить или удочерить ребенка, но я считаю то, что это тоже абсолютно неправильно, потому что даже если по статистике, мне кажется, посмотреть, то в ЛГБТ-парах растут более счастливые дети, и у них и счастливое детство, и ну просто их родители, правда, любят. Хотя моя мама, например, сказала бы, что нет. Да, тоже такое встречала, что люди старшего возраста отрицательно относятся. Но я считаю, что в воспитании ребенка должна участвовать обязательно как мама, так и папа, потому что как бы дается воспитание с обеих сторон, и ребенок вырастает полноценной личностью только когда есть мама и папа. Вот. А когда там папа или мама и мама, может, они не все ему дадут. Где-то уже разрешены браки, и то есть, ну, я понимаю твою позицию, ты говоришь, что и эти люди смогут вырастить спокойно Конечно. детей и Конечно. дать точно такое же воспитание. Конечно. Это зависит от людей, а так, мое мнение, не повезет, наверное, ребенку, когда он вырастет и поймет, что да как. Вот. Я думаю, да. То есть точно так же, как и... Да, конечно, конечно. Люди разные, и между мужчиной и женщиной тоже бывают плохие родители и хорошие. То есть это не зависит от пола родителей, это зависит от, ну, как бы от других качеств. Допустим, так случится, что кто-то из твоих друзей по команде или из твоего окружения, из твоей семьи, может быть, даже в будущем твой сын придет и когда-нибудь скажет, ну, сын или дочь, мам, пап, я вот все-таки понял, что я не традиционной ориентации. Как ты к этому отнесешься? Ну, и выгонять из дома, конечно, я его не буду, но я с ним очень серьезно поговорю по этому поводу, и он поменяет свое мнение в хорошую сторону. А если, допустим, твой друг или подруга... Ну, я ему объясню, что это неправильно. Конечно, он будет сам решать по этому поводу, но направить в нужное русло постараюсь его. Вот так. Абсолютно. Если это подойдет, конечно, мой сын, моя дочь, я отношусь положительно, потому что мой будет ребенок. Как я могу сказать своему ребенку, что это плохо и это нехорошо? Ну, поскольку он уже взрослый, то, наверное, приму. Хотя мне, конечно, будет больно и обидно, потому что хочется, ну, как бы полноценную семью, как считается, бабушка, сын, там, внук. А если человек как бы отрицает, ну, такую семью полноценную, как бы обычную, то предполагается, что детей у него, если и будет, то не скоро или каким-то другим способом. То есть тоже это могут быть усыновленные или какие-то дети уже там у женщины, допустим, взят ребенок.
Ну, как бы семья будет уже немножко не такая, как хотелось бы. Как надеялась. Я, конечно, очень расстроюсь. Я, конечно, очень расстроюсь. Ну, наверное, мне, как хорошему родителю, придется смириться с выбором. Ну, наверное, сказал бы, ну, что тебя к этому подвигло, что случилось. Ну, я, наверное, понял бы, я же родственник как-никак. Я бы понял бы его путь. Положительно, но это его выбор, что я могу сделать. Поэтому без каких-либо проблем. Ну, знаете, в моей семье как бы это даже не обсуждается, ну, что может быть брак между женщиной и женщиной или мужчиной и мужчиной. Поэтому в моей семье, я думаю, так бы никто не поступил и не взял бы, ну, как бы ребенка. То есть, если бы кто-то из ваших членов семьи также признался, то вы бы к этому отрицательно отнеслись? Ну, первая реакция, наверное, была бы да. Но выбор, наверное, человека все-таки надо как-то... Уважать. Да. Я пойму, приму и буду уважать его выбор.